Здравствуйте, друзья! Как появилось масонство в Америке? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. В североамериканских колониях Англии масонство появилось, по-видимому, вскоре после первых успехов его среди великосветского общества метрополии в 20-х годах 18-го столетия. В 1730 году, печатая в своей пенсильванской газете отчеты о собраниях лондонских масонов, Бен Франклин мог уже ссылаться на существование в здешней колонии, то есть Пенсильвании, многих масонских лож и на большой интерес, проявляемый к ним со стороны публики. Именно в этом году появился в Америке и первый провинциальный гроссмейстер для провинций Нью-Йорка, Нью-Джерси и Пенсильвании в лице жившего в Англии сына нью-джерсийского губернатора Даниэля Кокса. В 1731 году он присутствовал на собрании Великой Лондонской ложи, где в честь его был поднят тост за провинциального гроссмейстера Северной Америки. Более серьезное значение имели грамоты, выданные в 1733 и 1734 годах бостонцу Генри Прайсу. Первое – название провинциального гроссмейстера Новой Англии и всех относящихся к ней владений и территорий. А вторая – название гроссмейстера всей Америки. Привилегии пенсильванских масонов, об утверждении которых хлопотал перед Прайсом Франклин, заключались в существовании в Филадельфии независимой от Лондона Великой Ложи, учрежденной здесь при деятельном сотрудничестве Франклина в 1731 году. Франклин познакомился с масонством, по-видимому, еще в 1725-1726 годах во время путешествия в Лондон, когда ему было всего 19 лет. Вступить в масонство он в это время еще не мог, так как для этого требовался по уставу 25-летний возраст, и поэтому по возвращению в Америку он основал по образцу масонства свое собственное тайное общество – Клуб кожаного передника, зародыш будущего книгоиздательского и философского американского общества. В масонство он был принят в Филадельфии в 1731 году и сразу стал играть в учрежденной в этом году Великой Ложе выдающуюся роль. Немедленно по вступлении в масонство он сделался ее депутатом-гроссмейстером, товарищем гроссмейстера. В следующем году он составил для нее первый в Америке масонский устав, а в 1734 году был выбран гроссмейстером. 3 года спустя в Филадельфии произошло событие, едва не повлиявшее очень печально на судьбу пенсильванского масонства. Некий Эван Джонс, аптекарь по профессии, вздумал в компании с несколькими приятелями, как и он, не имевшего никакого отношения к масонству, разыграть шутку над своим учеником Даниилом Ризом, поклонником оккультизма, мечтавшим непременно вступить в масонский орден, чтобы узнать его страшные тайны. Шутники рекомендовались Ризу масонами и предложили вступить в ложу. Тот, не подозревая обмана, немедленно согласился. Его привели с завязанными глазами в погреб аптекаря и заставили проделать разные циничные и фантастические обряды, объявили посвященным в ученики. Через несколько дней началось посвящение в мастера. На этот раз шутка кончилась трагедией. Дьявол, украшенный коровьими рогами и хвостом и державший в руках блюдо с зажженным спиртом, очевидно адский огонь, нечаянно опрокинул его на Риза и причинил ему смертельные ожоги. Джонса и его соучастников арестовали и предали суду как убийц. Великая Ложа Пенсильвании в самом начале процесса заявила через местные газеты о непричастности масонов к делу, но в обществе быстро распространились противоположные слухи. Темные слухи о масонских преступлениях дошли и до родителей Франклина, живших в Массачусетсе. Мать в ужасе оплакивала гибель сына, попавшего в сети ариан и арминиан. В письме, адресованном отцу по этому поводу, Франклин уверял его, что масоны – самые безобидные люди, ни в принципах, ни в поступках которых нет ничего противного религии и добрым нравам, и просил свою мать приостановить ее приговор над масонами, пока она не узнает их лучше. А пока, писал он, пусть она относится к ним доброжелательно,
как я отношусь к ее недругам, арианам и арминианам, о которых мне так же мало известно что-либо, как и ей о масонах. В 1755 году в Филадельфии состоялось торжество освящения масонского дома, первый случай освящения здания по масонским обрядам. В публичной процессии, двигавшейся из ложи в Церковь Христа для выслушивания божественной службы, принял участие сам губернатор провинции и 127 членов 3 пенсильванских лож, в числе которых находился в должности товарища гроссмейстера Великой Ложи и Вениамин Франклин. Расслоение масонства в Англии нашло отголосок и в американских колониях. Наряду со старыми английскими ложами здесь появились шотландские и ирландские ложи, а также английские ложи Старого Устава, не признававшие авторитета Первой Великой Лондонской ложи. Наконец, вместе с английскими войсками во время французских и индейских войн приезжали в Америку и странствующие военные ложи, тоже большей частью Старого Устава. Все эти новые ложи выгодно отличались от прежних своей большой демократичностью и доступностью, тогда как ложи новых ограничивали свой состав почти исключительно представителями высшего света. Ложи старых масонов охотно открывали двери простым офицерам, морякам, купцам средней руки и даже ремесленникам. Новая Великая Ложа в Лондоне с гораздо меньшей щепетильностью раздавала свои патенты, чем это делала ее старшая современница. Не мудрено, что при первом появлении в Америке старое масонство стало получать над новым решительный перевес. Оно обгоняло его своим ростом. Многие ложи новых меняли свой ритуал или закрывались по мере того, как весь их состав перекочевывал к старым. В Пенсильвании Великая провинциальная ложа старых была организована в 1760 году. Первым гроссмейстером ее был богатейший землевладелец Пенсильвании Уильям Болл, незадолго до этого перекочевавший к старым масонам от новых. Перед началом революции в Америке числилось 8 великих лож, 3 уже известные нам, 2 в Массачусетсе и 1 в Пенсильвании, и другие 5 в Нью-Йорке, в Вирджинии, в Джорджии и в обеих Каролинах. В почти всех колониях конкурировали различные ритуалы, перекрещивались влияния различных центров. В Вирджинии, например, до возникновения там местной Великой Ложи в 1777 году масонские ложи основывались и по хартиям Массачусетской Великой Ложи Новых, и по хартиям Пенсильванской Ложи Старых, и по хартиям Великой Шотландской Ложи. В одной из этих последних шотландских лож, основанной в 1752 году, в маленькой деревушке Фредериксбург, был принят в масонство 4 ноября 1752 года молодой майор Королевской армии, будущий герой освободительной войны Джордж Вашингтон. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.